Здравствуйте! Здоровья вам и творческих успехов! В этом видео мы заканчиваем делать нашу машинку, покрываем ее лаком и можно играть. Наращиваем предыдущую трубочку, которой мы плели капот, уже черный. И при плетении первого ряда отгибаем наверх дополнительные добавленные стойки. Затем добавляем дополнительную основу. Берите сухие трубочки и лучше вставляйте их тупыми кончиками. Так проплетаем высоту вашего капота. У меня получилось примерно 6 рядов. Заправляем трубочки вниз под капот. А потом отмеряем линейкой ширину кабины. У меня на 6 рядов. И если у вас стойки выпали, ничего страшного, вот как у меня, можно их обратно вставить. И теперь на выправленных обратно стоечках плетем сиденье. Также прямым полотном. Если стоечки слишком коротенькие, можете их нарастить. А потом также снова заправляем под донышко стоечки. Вот я помогаю спицей себе. И можно заправить трубочки, как я заправила под капот, а можно и не заправлять. Вообще мне потом не очень понравилось, что трубочки сильно виднеются под донышком. Можно заправлять их через один ряд наверх и обрезать. Тогда будет аккуратнее. Теперь формируем. Берем кусочек картона 9 на 4,5 сантиметра и вставляем между оставшихся стоек. Это будет стекло кабины. И начинаю плести крышу. Добавляем дополнительную стоечку. Вот. Удобнее добавить вот так. Тогда не получается лишних торчащих хвостиков. А теперь плетем крышу и заднюю стенку кабины. Опять же прямым полотном. У меня это 12 сантиметров. И точно так же, как мы загибали и сиденье, и переднюю стенку, и заднюю стенку капота, заправляем все стоечки под плетение. И вообще вы можете их не заправлять обратно, вот как я, на другую сторону. А можете так же, как в кузове, промазать клеем и дать высохнуть. Оно будет держаться. Все тщательно промазываете клеем и оставляйте высохнуть. Теперь нужно сформировать петельки, которые будут держать колесные оси. То есть трубочка разрезается примерно на 4 части. Сгибаем на карандаш, чтобы получился красивый круглый ровный изгиб. И приклеиваем эти петельки в конец платформы под кузов. Будьте внимательны, приклеивайте их так, чтобы можно было вставить колесную ось.
чтобы она влазила туда и по толщине. Вот 3 трубочки, которые мы склеивали вместе, это колесная ось будет. Чтобы они влазили и по толщине, и чтобы смотрели дырочками в правильное место, то есть в бока. И теперь загибаем и обрезаем оставшиеся стойки. Я рекомендую вам загнуть их не под донышко, а наверх. Тогда их не будет видно, они скроются под кузовом. Все, наша машинка просохла. Убираем все лишнее. Обкусываем все торчащие стоечки и начинаем заплетать капот. Для этого вставляем трубочки основы, тоже сухие, и плетем на них прямым полотном, ориентируясь на ширину вашего капота. Вот, доплели до конца. Теперь рабочую трубочку продеваем внутрь капота, а стойки загибаем снаружи, формируя бортики решетки радиатора. И теперь, плотненько натянув трубочку рабочую, продолжаем плести вторую сторону. Все, вторая сторона готова. Заправляем стоечки основы внутрь капота и также тщательно промазываем клеем все места стыков. Теперь наносим клей на боковые поверхности, потому что мы их никак не крепили. Вставляем между проплетенным только что и раньше колесные вот эти дуги, петельки колесные. И чтобы капот высох хорошо и прочно, обматывайте его ниточкой. Нитку берите такую, чтобы было легко потом размотать и удалить. Все, даем просохнуть. Машинка высохла. Убираю ниточку и примеряю колесики. Передние колеса у полуторки расположены ближе, чем задние. И теперь по колесам примеряем, где должны быть крылья. Заправляем кончики, которые мы оставляли для крепления крыльев, внутрь плетения капота, а последние две можно приклеить снаружи. Одну за кабиной, а вторую под донышко. Приклеивать лучше на горячий пистолет, так получается быстрее. Но можно приклеить и на клей-момент. Не забывайте, что при работе с клеем-момент нужно промазать обе поверхности склеиваемые, то есть и крыло, и капот. Дать ему подсохнуть, проверяйте пальцем. Если перестал липнуть, значит все нормально. И только потом сильно прижимать обе намазанные поверхности друг к другу, тогда он склеивает хорошо и прочно. Одно крыло я приклеила на момент, другое на пластиковый клей. В принципе, получилось одинаково. Все, приклеиваем крылья. Дальше приклеиваем кузов. Кузов приклеивайте и к основанию, и к кабине. Так машинка будет прочнее и не будет выгибаться посередине. Вообще полуторки славились тем, что легко ломались, но также легко и чинились. И наша машинка также, у нее можно снять колеса, вытащить колесные оси.
Если не хотите, чтобы колеса снимались, лучше тоже приклейте их к осям. И покрываю акриловым лаком, обычным самым простым акриловым лаком. Если хотите, можете покрыть разбавленным клеем ПВА. Машинка тоже станет более прочная. Все, примеряем заднюю колесную дугу. Колеса должны располагаться по бокам от кузова, а не под ним. И при покрытии лаком, если хотите, чтобы машинка разбиралась и можно было играть в починку ее на льду озера, то покрывайте лаком отдельно и колеса, и оси. Тогда колесики будут крутиться на осях. Можно будет их вытащить, ставить обратно. Мы не сделали нашей машине дверей, потому что у военных модификаций газа дверей зачастую не было. Или если были, водители или снимали их, или ехали с открытыми дверями, чтобы если машина вдруг пойдет под лед, можно было быстро выпрыгнуть и не уйти вместе с ней под лед Ладожского озера. Все тщательно покрывайте лаком стоечки кабины. Дайте полностью высохнуть. И можно окончательно собрать и начинать играть. Еще чтобы колеса не слетали, я слепила из легкого пластилина такие заглушки. Они тоже получились снимающиеся. Ну все на месте. Бампер, фары, колеса. Осталось поставить руль. Руль, если не вклеивать, его тоже можно крутить. Расширьте немного отверстие под руль и вставляйте. Все, наш ГАЗ АА, легендарная полуторка с дороги жизни, готов. Спасибо и желаю, чтобы у вас все получилось. Буду очень рада, если вы сделаете такую машинку. Желаю вам успехов и до встречи!